день, друзья! В данном видео я постараюсь остановиться на ошибках, которые допускают заказчики, размещая свои дома на участках. Будет 3 примера. Каждый пример я постараюсь подробно разобрать. Пример первый. Как не нужно делать. Решили построить хозяева на своем участке сарайчик. Вот такого, в общем, вида. Общая площадь сарайчика 24 квадратных метра. По наружным габаритам 8 метров на 4 метра. Благо рядом работала бригада строительных рабочих. Они сказали: хозяин, плати деньги, мы тебе сейчас по-быстрому фундамент зальем. И часть работы уже сделана. Хозяин обрадовался, деньги заплатил, фундамент залил. И вот что из этого получилось. Первое. Сарайчик был расположен прямо под проводами. Не обратили внимания. Сарайчик был расположен в полуметрах от забора. А по государственным строительным нормам, державным будівельным нормам, ДБН называется, расстояние от забора до сооружения любого должно быть не меньше 1 метра. И если ты строишь рядом с проводами, то должна быть защитная зона. В данном случае эта защитная зона была порядка 10 метров. Хозяин решил сэкономить участок для того, чтобы там больше места осталось для огорода. Теперь он не в состоянии получить будівельный паспорт. Если он не получает будівельный паспорт, то он не может получить на этот дом право собственности и ввести дом в эксплуатацию. Вот это первый пример. Так делать не надо. И возникает вопрос, а как было нужно делать? Нужно было делать следующим образом, как положено по закону. Сначала ты делаешь проект сарайчика. Этот проект можно сделать в упрощенном виде, называется это эскизні наміри забудови. Размещаешь этот сарайчик на участке. И эти документы несешь в районную архитектурную инспекцию. После того, как ты принес документы в районную архитектуру, 10 дней они там полежали, и ты получаешь будівельный паспорт. Если в районной архитектуре заметят какие-то недочеты, то это можно исправить на бумаге, а не исправлять уже на готовых фундаментах. Второй пример о том, как делать нужно. Это пример, как можно выйти из положения, если у тебя очень затесненный участок. Ну вот у человека был участок, площадь участка 5 соток. Размер участка 28 на 18,33 метра. Справа дом сосед, слева дом соседа, справа дом соседа. От одного дома до границ участка 4,8 метра. С другой стороны 1,70 м, 1,80 м до границ участка. То есть казалось бы, что ничего здесь не поместится. Как мы помним, расстояние от границ участка до дома должно быть не менее 8 метров. Вот посмотрим, что же может поместиться на этом участке. Вот эти окружности, которые начерчены, они показывают диаметр этих окружностей 8 метров. И вот это вот по центру заштрихованная площадь участка, это то место, куда можно поставить дом. То есть мы видим, что ширина дома может быть порядка 9 метров, даже 9,100. Вот. Нужно подобрать проект, который будет помещаться вот в эти габариты. Вот заказчик обратился к нам и выбрал домик. Проект называется «Чайка». Проект хороший. 5-комнатный дом. Ширина дома 9,06, даже немножко меньше, чем позволяет участок. На первом этаже кухня, небольшая гостиная, спальня, санузел. На втором этаже 3 спальни и санузел. Так выглядит этот дом. Общая площадь дома 111 квадратных метров. Сейчас посмотрим, как он поместился на участке. А вот так выглядит дом на участке.
от соседского дома 8 метров и 7 сантиметров, от второго соседского дома 8 метров 30 сантиметров и размер дома 9,060 на 8,33 метра. То есть дом прекрасно поместился, человек пошел в архитектуру, получил будівельный паспорт и начал строительство без всяких проблем. И, наконец, рассмотрим третий пример. Кроме всяких неприятностей, которые есть на поверхности Земли, возможны неприятности, которые находятся под землей, о которых заказчик даже не подозревает. Так, перед нами участок. Размер участка 44 на 20 метров, почти 9 соток. То есть на этом участке заказчик решил построить небольшой домик. Размеры домика 8 метров на 7 метров. Казалось бы, никаких неприятностей не подстерегает. Несмотря на небольшие размеры, домик, в общем-то, комфортный. На первом этаже находится кухня-столовая площадью 24 квадратных метра, спальня, санузел. На втором этаже находятся 3 небольших спальни. Казалось бы, ставь дом посреди участка, и никаких проблем тебя не ожидает. Если посередине участка поставить дом, то с одной стороны будет 6 метров 60 сантиметров, с другой 6,60. В общем, участок большой, дом маленький, вперед. На самом деле не совсем так. Вот эта вот синяя голубенькая полосочка, это магистральный водопровод, который находится под землей. Вот это красное, это санитарно-защитная зона. То есть, если мы поставим дом посреди участка, то он как раз будет, фундамент расположен на санитарно-защитной зоне, что недопустимо. Знать это, не имея топосъемки земельного участка, невозможно. Вот, поэтому пришлось дом сдвинуть. Вот от границы участка до дома у нас стало 4 метра. Дом, как видите, стоит на границе санитарно-защитной зоны, то есть никаких претензий со стороны контролирующих органов не будет. До границы участка 9 метров 20 сантиметров. Вот человек получил строительный паспорт и приступил к строительству без всяких неприятностей. Избежать ошибок при размещении дома на участке, в общем-то, вполне возможно. Единственное, что нужно перед началом строительства выполнить проект дома, получить необходимые разрешительные документы, если необходимо, на бумаге исправить местоположение дома, и тогда все будет в порядке. У вас не будет головной боли, и у вас не будет лишних финансовых. Если мои советы показались вам полезными, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.